Будь то Новый год, юбилей или любое другое праздничное событие, столы наших хозяек традиционно ломятся от множества вкуснейших закусок и блюд. Но знаем ли мы, как долго могут храниться после этих событий уже приготовленные блюда, чтобы остаться безопасными для здоровья? Именно об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, мои хорошие! Как правило, после крупных застолий, таких как наступающий через несколько дней любимый всеми Новый год, в наших холодильниках оседает огромное количество несъеденных или заготовленных впрок продуктов. Есть у нас такая традиция, оставшаяся еще с советских времен, 2 суток готовить, чтобы потом неделю доедать. Да и согласитесь, как можно представить грядущие праздники без традиционных салатов, заправленных майонезом, оливье и селедки под шубой, холодца и картофеля по-французски. Все это может храниться довольно долго. Конечно, не все новогодние каникулы, но все же и не несколько часов. Для того, чтобы разобраться в злободневном вопросе и уберечь себя и близких от пищевого отравления, пожалуй, самого частого неприятного спутника праздничных дней, обратимся к санитарным нормам и правилам, которые определяют самый минимальный срок хранения продуктов. Давайте начнем с короля новогоднего стола – салата оливье, известного по всему миру как русский салат. Как долго можно хранить приготовленный дома оливье? Без холодильника, если салат стоит на столе, уже через 3 часа в нем начинают активно размножаться патогенные бактерии, что становится небезопасным для нашей пищеварительной системы. И все это благодаря майонезной заправке, которая, вопреки расхожему мнению, не является консервантом, а наоборот выступает отличной почвой для развития микрофлоры. По этой причине старайтесь готовить оливье непосредственно в день употребления. Подавайте на стол порциями, заправляя соусом перед самой подачей. В холодильнике салат стоит хранить в стеклянной или эмалированной посуде, заправленной не более 12 часов, а не заправленной не более суток. Селедка под шубой, или как ее еще называют любя шуба, пожалуй, второй по популярности праздничный салат. Так как заправкой для этого салата выступает все тот же майонез, на него распространяются те же правила приготовления, подачи и хранения, описанные выше, с той лишь разницей, что срок хранения у этого салата несколько дольше. Срок хранения готовой шубы в холодильнике не должен превышать 3 суток. Незначительно можно продлить срок хранения салата, смазав его верхний слой майонезом непосредственно перед подачей. Если говорить о правильном хранении любого другого майонезного салата, то, находясь на столе, они уже нежелательны к употреблению всего через 5 часов. А через 6 часов смело отправляйте переночевавшие при комнатной температуре салаты в мусорное ведро. Для заправленных домашним майонезом салатов это время сокращается до 3 часов. В холодильнике заправленные салаты храните в стеклянной или эмалированной посуде, плотно закрыв крышкой или пищевой пленкой не более 36 часов при температуре от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию. Не готовьте заранее тазики салатов, а лучше подготовьте все ингредиенты для них, которые нарезаете и заправляете по мере необходимости. Холодец – еще одно из популярнейших праздничных блюд. Хранить это блюдо в холодильнике, не опасаясь, что оно может вызвать проблемы с пищеварением, желательно не более 5 суток. А вот быстро замороженный в морозильнике холодец может ожидать подачи на стол и до полугода. Вот только перед подачей в этом случае его заново нужно будет прокипятить и остудить. Чтобы увеличить срок хранения холодца без заморозки, старайтесь максимально соблюдать правила санитарии во время готовки. Вот это не рыба. Не заливная рыба. Это... хрену к ней не хватает. Маленький секрет. Увеличить срок годности холодца на пару дней поможет обычный тертый хрен, который следует равномерно распределить по поверхности застывшего блюда. Тем не менее,
Предприняв все вышеописанное, через неделю в мясе все равно начинаются естественные процессы окисления белка, и употребление холодца в пищу становится далеко не безопасным. А что же относительно других любимых продуктов и праздничных блюд? Сколько они могут храниться? До 1 января в холодильнике успешно доживут любые многокомпонентные блюда, не заправленные соусами. Вареное и тушеное мясо, рыба и птица – изделия из морепродуктов. 2 января придется попрощаться с тортами и пирожными со сливочным кремом, печеной курицей, рыбой всех наименований и блюдами на основе мясного фарша. Любые открытые консервы, жареное мясо и птица, мясная и сырная нарезка должны покинуть холодильник 3 января. Икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Переложенная в стеклянную банку рыбная икра может прожить до 5 января. А вот огурцы, помидоры и прочие овощи, фрукты могут храниться, пока не станут мягкими и скользкими. И напоследок несколько советов, касающихся правильного выбора продуктов и их хранения в холодильнике. Во время покупки продуктов к праздничному столу особое внимание уделяйте сроку изготовления охлажденных продуктов. При нулевой температуре, которая должна присутствовать на полках магазинов с охлажденными продуктами, а размножение микроорганизмов начинается на 6-8 сутки хранения. Поэтому выбирайте самые свежие охлажденные продукты. Не забывайте, вам их придется есть после Нового года. Установите в домашнем холодильнике оптимальную температуру для хранения от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию. На самой холодной полке храните мясные продукты, а на самой теплой – овощи и фрукты. Ни в коем случае не храните сырые продукты, бутылки и пачки рядом с готовыми продуктами и блюдами. Приготовленная пища очень быстро впитывает в себя не только запахи, но и бактерии. Ну и уж если все-таки что-то испортилось, выкидывайте не жалея. Наше здоровье не стоит никаких недоеденных салатов. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заглядывать в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!